Всем привет, меня зовут Руслан и вы на канале Luvat Games. В этом видео мы рассмотрим, как камни на полях влияют на износ техники. В видео немного воды будет, и мы для начала повторим информацию, которая нам известна о камнях. Если хотите сразу узнать об износе, тайм-коды, или эпизоды должны работать. Мотайте вперед. Камни появляются на поле после инструментов, которые убирают нужду во вспашке. Плуги, механические лопаты, чизель-культиваторы. А также после глубоких культиваторов. Мне в комментариях человек написал, как они правильно называются, но я забыл уже. Да, эти культиваторы не убирают нужду во вспашке, но камни достают. После патча мы в фильтре можем видеть размер камней. Желтые маленькие, оранжевые средние, красные большие. На официальном сайте, правда, написано, что камни только двух размеров, большие и маленькие. Но поскольку фильтров тут 3, я и буду говорить, что размеров 3. Так мне проще. Маленькие появляются после плуга и культиватора. Средние после чизель-культиватора, большие после механических лопат. С механическими лопатами есть непонятка, но они позднее. Собирать любые камни можно камнеуборщиком, но только до посева. Катком можно вдавливать только маленькие камни, но как до посева, так и после. Разработчики говорили, что если не убирать камни, их будет становиться все больше и больше. Но на первый взгляд это также реализовано по-другому. Если мы, допустим, пройдемся сразу после плуга глубоким культиватором, не знаю зачем, то камни становятся больше. Не камни становятся больше, а камни становятся больше. Это мне один из мультфильмов Tex Avery о ферме будущего напомнило, где скрестили курицу за страусом, чтобы куриные окорочка были больше. А потом скрестили курицу с сороконожкой, чтобы куриных окорочков было больше. Просто камни становятся больше и камней становится больше. Это не одно и то же. Камни также увеличиваются в размерах, если их не убирать. Допустим, мы обработали землю глубоким культиватором. Маленькие камни появились, но мы на них забили благополучно. Вырастили кукурузу, собрали ее, снова прошлись этим же культиватором, камни увеличились в размерах, и теперь их катком уже не убрать, только камнесборщиком. Но если опять их не убрать, то после третьей культивации они еще больше вырастут. И еще момент, камни появляются не рандомно, а в фиксированных местах. То есть неважно, какие инструменты используешь, даже после сбора они появляются в тех же местах. То есть на карте существует какая-то маска. Не знаю, нужна ли вам эта информация, просто живите с этим. Что интересно, на объем собранных камней их размер не влияет. И на объем урожая камни влияния не оказывают. В этом патче я это еще раз проверил. Ну а теперь поговорим об износе. Тут вот такие поля, если их можно так назвать. Ширина 4 метра, длина я уже даже не помню сколько, но это и не важно. Одно поле оставим без камней, второе вспашем плугом. Третье поле обработаем чизель-культиватором, четвертое механическими лопатами. Вспахали, и тут произошло, что я в кавычках обожаю при создании видосов. Очередная небака фича. Да, тут немного воды опять вылью в рассказ. Камни от механических лопат были оранжевыми, а не красными. Почему, я не знаю. В академии на сайте Farming Simulator вообще сказано, что от лопат должны мелкие камни появляться, то есть желтые. Зашел на французскую карту, взял лопату и пропахал поле с урожаем. Камни желтые. Пропахал стартовое поле. Камни красные. То, что я лично заметил, когда этими лопатами проходишься по рассаднице, камни красные, когда покультивировано, оранжевые. Естественно, вы так делать не будете, поэтому интересует именно, что будет, если лопаты использовать на земле, с которой урожай собрали только что. В этом случае камни красные. Не знаю, почему так происходит, может быть баг очередной. В связи с этой хренью эксперимент пришлось сделать заново. Но, сделав один цикл культивации, посадки, сбора кукурузы, я понял, что идея с маленькими полями никуда не годится. Особенно, когда весь этот транспорт приходится разворачивать. Поэтому я сделал 4 поля 100 на 200 метров. И вот с этого момента основной эксперимент уже начинается. Первый этап. Все поля засеиваем кукурузой. Для того, чтобы после сбора земля была именно такой, какую мы ее обычно обрабатываем. Второй этап. Собираем эту кукурузу. Третий этап. Обрабатываем землю. Одно поле плуг, второе поле чизель-культиватор, третье поле механические лопаты. Очень долгий процесс, но получили 3 поля с камнями разного цвета, или размера. К сожалению, видно, что камней на полях не одинаковое количество, так что данные будут не совсем сухими. Четвертое поле без камней.
Итак, цель у нас проверить, как камни разного размера влияют на износ техники. Поэтому буду проверять следующим макаром. Новые одинаковые трактора с новыми одинаковыми мелкими культиваторами, которые не дают камней. Далее одинаковые трактора с сажалками и одинаковые комбайны, которые будут все это собирать на полях с разными камнями и без камней. Просто буду цикл за циклом сажать и собирать. Надеюсь, с ума не сойду. Когда я начал этот эксперимент, я ожидал прям заметного износа техники от камней. То есть думал, что полоска технического состояния прям вниз падать будет. Поэтому то, что я в процессе наблюдал, меня неприятно удивило. Провел я несколько циклов культивации, посадки и сбора урожая. Со счета я уже сбился, но меньше 10 раз. Разницы не было совсем. Вспомнил я, что уже вышел мод Enhanced Vehicle. Установил его, чтобы посмотреть в режиме реального времени на износ. И да, он практически одинаковый. Причем комбайн и жатка на поле без камней износились больше. Но я списал это на то, что поле было слишком близко к железной дороге, и Наймит разворачивал комбайн именно задним ходом. То есть из-за этого комбайн банально больше времени просто работал. Итог эксперимента такой. Износ комбайна и жатки на поле без камней 9,3%. На поле с маленькими камнями 8,3%, на поле со средними камнями 8,3% и на поле с большими камнями 9%. Разница вроде как есть, но она очень маленькая. Я больше склоняюсь к тому, что она тоже появилась из-за разного времени работы комбайна. И если на счетчик времени посмотреть, то комбайн на поле с большими камнями почему-то отработал больше. Возможно, двигатель я забыл выключить где-то. Честно говоря, думал, что это баг такой. Или еще что-нибудь в этом роде. Но заметил, что мод показывает еще одну цифру в процентах. Я даже не сразу понял, что она означает. Догадался я глянуть, за сколько можно продать комбайны, которые у нас в собственности. Тот, что работает на поле без камней, стоит дороже всего. А тот, что работает на поле с красными камнями, дешевле всего. При этом техническое состояние у них одинаковое. Тут дошло наконец. Во время эксперимента я напрочь забыл, что в 22-й ферме разделили техническое состояние техники и ее внешний вид. Думаю, вы тоже поняли, что к чему. Пригнал я комбайн в гараж, смотрим. Ремонт комбайна, который работал на поле без камней, стоит $1464, а покраска 54 тысячи. Покрасить жатку обошлось бы в 12,5 тысяч, а ее ремонт $337. Стоимость ремонта комбайна, который работал на поле с красными камнями, точно такая же, плюс-минус $2. А вот стоимость покраски $64 849, что на 10 тысяч дороже, чем на комбайне, который работал на поле без камней. Покраска жатки 15 тысяч, на 2500 дороже. А ремонт прям вот столько же стоит, $337. В общем, вывод такой. Камни не наносят повреждений технике, а лишь царапают краску. Парам-парам-пам. Чем крупнее камни, тем краска слезает быстрее, если так можно выразиться. Но на этом все. Не знаю, как у вас, но когда я это понял, у меня реакция была примерно такая. Отличий между 19 и 22 фермой не так уж и много, их по пальцам пересчитать. На катках, мульчерах и камнях внимание акцентировали как к новой механике, а по факту катки с мульчерами при своих 2,5% бонуса к урожаю как-то смотрятся убого. А тут еще камни ни на что не влияют по сути. Да, сэкономите вы на покраске, если камни уберете, но стоит ли оно того? Ага, чуть не забыл. На поле не только комбайны работали, еще сажалки с культиваторами. Время работы у них в 3 раза меньше, чем у комбайнов, но что на сеялках, что на культиваторах, износ и краска примерно на одном уровне. Независимо, были камни на поле или нет. Поиск в файлах мне тоже особо ничего не дал. Единственное, нашел вот такие строчки. Если им верить, то больше всего от камней страдают косилки, потом идут жатки, затем в одинаковой степени полольники, силоворошилки и волковые жатки, а меньше всего страдают мульчеры и сеялки. Надумал я в таком случае косилки проверить. Засеял поле травой, несколько раз скосил траву, и разница есть, даже заметная. Но опять же именно в покраске. Техническое состояние одинаковое. Дальше уже нет смысла этим заниматься, тем более мне надо еще это видео смонтировать. А вам спасибо за просмотр, за лайки и позитивные комментарии. Ну и всем пока!